Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы будем с вами вязать вот такой красивый ажурный узор. Узор сплошной, то есть он не мотивами отдельными фрагментами, не в полосочку ни в какую, вот просто сплошной ажурный узор. Смотрите, какой он интересный. И, что немаловажно, его можно считать двусторонним узором. Изнанка у него тоже довольно интересная. Не буду долго говорить, давайте начнем вязать. Схема будет перед вами, как всегда. Раппорт узора составляет 16 петель, но для вязания поворотными рядами еще набираем одну петлю для симметрии узора. 16 плюс 1. Эта петля будет вязаться в начале каждого ряда один раз. Если вы вяжете по кругу, то петлю для симметрии узора набирать и вязать не надо. Мы набираем только 16 петель раппорта и вяжем все время, повторяя петли раппорта. Итак, мы будем вязать поворотным вязанием. Набираем на спицы 19 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Первый ряд, или можно сказать нулевой ряд, я советую провязать изнаночными петлями. Этот ряд не входит в раппорт узора, можно его не вязать. И если будете вязать изделие, где будет у вас кайма или резинка по низу, то этот ряд вязать не обязательно. Но мы провяжем его просто для удобства. Первый или нулевой или установочный ряд мы провязали изнаночными петлями. Вяжем первый лицевой ряд узора. Смотрим на схему. Первая петля после кромочной вяжется изнаночной петлей. Пустые клеточки – это изнаночные петли. Это петля для симметрии узора, она вяжется только один раз. В начале каждого ряда лицевого и в конце каждого ряда изнаночного. Далее петли раппорта. Накид, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так как я вяжу бабушкиными петлями, мне нужно петли для этого развернуть. Далее 5 лицевых, накид, 1 изнаночная. Вяжем второй изнаночный ряд. Посмотрите на схему. Эта схема удобна для кругового вязания. На ней петли обозначены так, как они выглядят на лицевой стороне. Но мы вяжем поворотным вязанием, и поэтому обозначение в изнаночных рядах на схеме мы будем читать наоборот. Вот сразу после кромочной мы вяжем 2 лицевых. Если бы вы вязали по кругу, вы бы вязали их изнаночными петлями. Накиды, которые мы вяжем в лицевых рядах, мы провязываем их изнаночными, а накиды, которые мы будем вязать в изнаночных рядах, мы будем провязывать лицевыми. Итак, мы провязали 2 лицевых, делаем накид, 4 изнаночных. Далее 2 вместе провязываем изнаночной. 1 лицевая. 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. Вот показываю первый способ, как это сделать. Снимаем 2 петли, не провязывая, на правую спицу и меняем их местами вот таким образом. Вот так, чтобы вторая петля за работой обогнула первую и встала на первое место. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем их изнаночной. И у нас получилось, что на лицевой стороне у нас также провязались навстречу друг другу 2 вместе лицевой с наклоном влево, потом у нас 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 4 изнаночных, накид,
2 лицевых. Третий лицевой ряд, 1 изнаночная, это петля для симметрии узора. Далее 2 изнаночных, накиды здесь в лицевых рядах мы провязываем изнаночными. Делаем накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, 3 изнаночных. Четвертый изнаночный ряд провязываем 4 лицевых. Делаем накид, 2 изнаночных, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая, и следующие 2 вместе нужно провязать изнаночной скрещенной. Вот можно еще так это сделать. Подхватываем обе петли, начиная со второй. Вот таким образом сзади их подхватываем, разворачиваем и возвращаем перевернутыми на левую спицу. И провязываем 2 вместе изнаночной. Мы провязали 2 вместе изнаночной скрещенной и получили тот же самый результат. Далее 2 изнаночных, накид и 4 лицевых. Последняя петля, это петля для симметрии узора. Я уже не буду ее выделять, я буду говорить общее количество петель, а где начинается и кончается раппорт, вам видно. 5 лицевой ряд, 5 изнаночных, делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 5 изнаночных. Шестой изнаночный ряд, 6 лицевых, делаем накид, 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной скрещенной. Делаем накид и 6 лицевых. Мы провязали 6 рядов, это половина раппорта. И сейчас мы будем вязать элементы узора в шахматном порядке. 7 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так, изнаночные петли у меня лежат для этого удобно. 5 лицевых, делаем накид, 1 изнаночная, накид, 5 лицевых, две вместе лицевой с наклоном влево. Теперь я здесь разворачиваю петли и 1 изнаночная в конце ряда. 8 изнаночный ряд, 1 лицевая, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной, 4 изнаночных, делаем накид, 3 лицевых, накид, 4 изнаночных, 2 вместе простой изнаночной и лицевая петля
конце ряда. Девятый лицевой ряд, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, 5 изнаночных, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная. Десятый изнаночный ряд, лицевая петля, 2 вместе провязываем изнаночный скрещенный, 2 изнаночных, накид, 7 лицевых, накид, 2 изнаночных, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая. 11 лицевой ряд, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая петля, делаем накид, 9 изнаночных, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. 12 изнаночный ряд – это последний ряд раппорта. Лицевая петля, 2 вместе изнаночный скрещенный, делаем накид, 11 лицевых, снова делаем накид, 2 вместе провязываем обычный изнаночный и 1 лицевая в конце ряда. Мы провязали с вами один раппорт. Смотрите, какой интересный узор. Узор несложный. В изнаночных рядах петли вяжутся по рисунку, только нужно запомнить, как вязать накиды. И посмотрите, как красиво будет смотреться этот узор, когда он связан несколько раппортов в длину и в ширину. Здесь на образце я провязала 2 ряда изнаночной глади, забыла вам об этом сказать. Ну все, ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео, приглашайте к нам своих друзей. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете, все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!